В этом видео я хочу показать, какие вопросы реально возникают у людей, покупающие настенный принтер. Ко мне обратились люди. Они давно думали расширить свой бизнес и рассматривали печать на стенах как новое направление. У них уже была связь с ремонтами и строительными объектами. Они понимают в этом толк. Поэтому на первый взгляд идея очень привлекательная. Есть основная деятельность, есть клиенты. Им можно предложить печать на стене. И у них есть понимание, что такое ремонт, ровные стены. Осталось выбрать принтер и начать работать. Но именно по таким вопросам хорошо видно, где заканчивается красивая картинка и начинается реальность. Сначала кажется, что главный вопрос, какой принтер купить. А потом всплывают все остальные вопросы. Где брать клиентов, как проверять стены, и нужно ли их проверять? Что делать с головками печатными? Как их обслуживать? Как работать с чернилами? Где их покупать после первой поставки с принтером? Как считать стоимость печати и стоимость своей работы? И как не купить оборудование раньше, чем понятен сам бизнес? Я специально оставил этот формат без моих ответов, только вопросы, которые человек задает перед покупкой. Возможно, в этих вопросах вы узнаете себя. Такие вопросы возникают практически у каждого, кто собирается инвестировать в настенный принтер. А уже на индивидуальной консультации я разбираю их подробно, под вашу ситуацию. Какой принтер смотреть, какие модели лучше не брать, где продавцы оборудования не договаривают. Какие расходы могут всплыть после покупки. И как понять, есть ли спрос именно в вашем городе и стране. Послушайте внимательно, возможно, часть этих вопросов вы уже задавали себе. А если вы сейчас выбираете настенный принтер и хотите разобраться до покупки, ссылка на индивидуальную консультацию будет в описании под этим видео. Теперь сама запись, слушайте. Здравствуйте, мы уже не первый год смотрим на настенные принтеры. Не то чтобы вчера увидели рекламу и сразу решили покупать. Эта мысль давно где-то рядом ходит. У нас есть связь со строительной сферой. Объекты, ремонты, клиенты, стены, разные работы. И вот сейчас появилась идея, может быть, развивать настенную печать как отдельное направление. Не совсем как часть основного строительного бизнеса, а скорее как самостоятельную услугу, но рядом с уже существующей деятельностью, чтобы не начинать с полного нуля, а использовать то, что уже есть. Понимание объектов, какие-то контакты, опыт работы с клиентами. Я начала смотреть, искать информацию, попались ваши ролики на YouTube. И у меня появилось ощущение, что вы можете подсказать не теорию, а именно реальную сторону, потому что вопросов очень много. Мы находимся в Европе, не в столице, и здесь, насколько я посмотрела, конкуренции почти нет. Кто-то делает что-то похожее, но далеко. В нашем регионе такую услугу найти сложно. И вот я не могу понять, это хорошо или плохо. С одной стороны, кажется, что ниша свободна, а с другой, может быть, ее нет не просто так. Я даже с ChatGPT разговаривала на эту тему. Он мне писал, что, возможно, люди более консервативные, что это не самый дешевый проект, что многие просто не знают, с чего начать. В крупных городах может быть такая услуга понятнее, а в небольших регионах почти ничего. И вот вопрос. Отсутствие конкурентов– это плюс или наоборот, это может быть сигнал, что услуга здесь не очень востребована? Мне кажется, что можно было бы начать с каких-то простых работ. Например, садики, детские кружки, спортивные секции. Может быть, где-то предложить бесплатно или почти бесплатно, чтобы набить руку, сделать портфолио, показать примеры. Но я не понимаю, насколько это вообще рабочая стратегия. С одной стороны, надо же как-то начинать. С другой стороны, если все время делать маленькие работы, будет ли из этого реальный заработок? Я еще думаю про Инстаграм, про соцсети. У меня есть небольшой опыт ведения страниц, и я думаю, что можно было бы развивать это направление визуально. Но тогда вопрос, что лучше показывать сначала, когда своих работ еще нет? Можно ли брать примеры похожих работ, просто как вдохновение? Или это будет неправильно? Как вообще начинать продвижение, когда принтер еще не куплен, но хочется уже понять, есть ли спрос? Меня очень интересует рынок именно здесь, в Европе, потому что люди здесь не всегда такие, как у нас. Они более спокойные, более сдержанные в интерьере. Часто все аккуратно, просто, без лишнего декора. И я не понимаю, насколько им вообще нужна такая услуга.
Может быть, для частных домов это не пойдет. Может быть, больше для офисов, школ, садиков, залов, бизнесов. Кто вообще основной клиент настенной печати? Частные клиенты – это нормально для старта? Или на них лучше не рассчитывать, как на основной заработок? Я слышала у вас, что частные клиенты не самые хорошие с точки зрения бизнеса. Но тогда как начинать? Допустим, частник хочет рисунок ребенку в комнату. Это маленькая площадь. Для опыта – хорошо, а для денег, наверное, не очень. Тогда, получается, надо сразу искать бизнес-клиентов? Офисы, фитнес-клубы, школы, детские центры? И как к ним правильно подходить, если ты только начинаешь? Еще один момент – язык. С клиентами нужно будет говорить на местном языке. Термины, конечно, надо будет выучить. Про стены, печать, краску, размеры, подготовку. И вот я думаю, насколько важно свободно объяснять все нюансы. Клиент ведь будет спрашивать про цвет, стену, сроки, результат. Тут не получится просто показать картинку и сказать «мы напечатаем». Насколько язык влияет на доверие? Техническая часть меня тоже очень волнует. Я пока даже приблизительно не понимаю, как происходит сборка принтера, как его настраивать, как обслуживать. Насколько это физически сложно? Насколько технически сложно? Мне не страшно учиться. Я понимаю, что надо разбираться. Но я хочу заранее понимать, это уровень можно освоить или там нужно быть прям техническим специалистом. Допустим, принтер стоит без работы. Что с ним делать? Его надо периодически включать, прокачивать, делать тесты? Можно ли просто поставить дома гипсокартон или доску и иногда печатать на ней, чтобы головки не засыхали? Я немного понимаю похожую тему по другой печати. Там тоже головки могут подсыхать, надо периодически прокачивать. Но здесь, как я понимаю, совсем другие масштабы и совсем другие деньги. И вот я хочу понять, насколько часто нужно обслуживать принтер, если заказов пока мало. Что происходит, когда тест плохой? Это все делается через программу? Нажал кнопку, и принтер сам прокачал чернила? Или надо вручную что-то делать, шприцем, капой, вытягивать чернила? Я пытаюсь понять, насколько это грязная, сложная, нервная работа, потому что одно дело красиво печатать на стене, а другое дело каждый раз перед заказом бороться с головками. И еще вопрос по чернилам. Как они вообще хранятся? Они идут в комплекте с принтером? Их хватает на сколько? Потом их надо заказывать у производителя? Или можно найти поставщика в Европе, который продает UV-чернила для широкоформатной печати? И как не купить что-то плохое, что потом забьет всю систему? Я слышала, что UV-чернила довольно едкие. Насколько это серьезно? Нужна отдельная комната, вентиляция, перчатки? Можно ли хранить это дома или лучше где-то в офисе, подальше от детей, животных, жилых комнат? Это тоже важно, потому что принтер – это не просто оборудование. Его надо где-то держать, обслуживать, чистить, делать тесты. Про стены у меня тоже много вопросов. Какая стена считается нормальной для печати? Она должна быть идеально ровной? Или принтер может обойти небольшую неровность? Как понять, где допустимая неровность, а где уже риск? Потому что глазом стена может казаться нормальной, а потом окажется, что там яма или выпуклость. И что тогда? Принтер может удариться головкой? Я правильно понимаю, что головка идет очень близко к стене, там буквально несколько миллиметров. Тогда любое выступающее место может быть проблемой. Выключатель, подоконник, неровность, какой-то угол, декоративная штука на стене. И как это проверять перед работой? Нужно ехать на объект с правилом? Просить клиента заранее прислать фото, видео, приложить что-то ровное к стене? А если объект далеко, например, 100 или 200 километров? Не поедешь же просто так проверить стену, если заказ маленький, а по фото не всегда понятно. Как тогда принимать решение, стоит ехать или нет? Где границы между можно рискнуть и лучше отказаться? Меня еще интересует фасадная печать. В рекламе часто показывают, как принтер печатает на фасадах, на кирпиче, на ролетах, на каких-то неровных поверхностях. Это реально рабочая история или больше реклама для продажи принтеров? Потому что фасад редко бывает идеально ровный. Там ветер, улица, поверхность сложная, монтаж принтера, расстояние до стены. И я не понимаю, насколько это вообще применимо в реальной работе, а не в рекламном ролике. Про роспись стен тоже хочу понять.
Кто наш конкурент? Другие настенные принтеры? Или художники? Или наклейки? Или фотообои? Здесь очень много делают наклейками. Пленки, логотипы, что-то на стекле, что-то на стенах. Получается, клиент может сравнивать не с принтером, а вообще со всеми способами оформления стены. И тогда как объяснять, чем печать на стене лучше, и всегда ли она лучше? Вот, например, клиент хочет логотип на стену. Может быть, ему проще заказать наклейку? Ее потом можно снять и поменять, а рисунок на стене уже сложнее переделать. Тогда в каких ситуациях настенная печать действительно выигрывает, а в каких лучше сразу сказать клиенту, что ему подойдет другой вариант? Еще вопрос по цвету. Как вы делаете тесты? На чем печатаете перед объектом? Можно ли купить рулон бумаги, приклеить к стене и печатать пробные фрагменты? Или лучше гипсокартон покрасить? И если заказ большой, надо ли печатать маленький кусок один к одному? Потому что на экране одно, на маленькой картинке другое, а на большой стене цвет может выглядеть вообще иначе. Если клиент присылает файл, например, логотип или готовую картинку, что с ним дальше делать? Нужно знать Photoshop? Нужно готовить файл в какой-то отдельной программе? Я понимаю, что есть программа управления принтером, но есть еще программа, которая конвертирует изображение в формат для печати. Это сложно освоить? И если клиент говорит, у нас есть идея, но нет готового файла, тогда кто должен делать дизайн? Я? Дизайнер? Или лучше сразу говорить, что мы только печатаем готовые файлы? Я думаю, что со временем можно было бы дополнительно зарабатывать на подготовке файлов. Но на старте, наверное, это может усложнить работу. С другой стороны, если клиенту нужно готовое решение, он может ожидать, что мы и картинку подготовим, и напечатаем. Как лучше позиционироваться в начале? Как студия, которая создает оформление, или как услуга печати по готовым файлам? А насколько часто бывают серьезные ошибки на объектах? Не теоретически, а по-настоящему. Например, голова ударилась, цвет пошел не так, стена оказалась жирной, чернила не легли, пошли полосы. Что тогда делать? Перекрашивать стену за свой счет? Переделывать? Как заранее предупредить клиента, чтобы потом не было конфликта? Меня немного пугает момент ответственности, потому что это же не бумага, которую можно выбросить, это стена клиента. Если что-то пошло не так, это видно сразу, и клиент будет смотреть не на то, почему так получилось, а на результат, как к этому подготовиться психологически и технически. Еще я пытаюсь понять физическую сторону. Принтер тяжелый, его реально одной женщине возить и собирать? Или обязательно нужен помощник? Какая нужна машина? Подойдет обычная машина, если сложить сиденье? Или нужен универсал, бус, прицеп? Я просто пока не представляю, как это выглядит в реальности. Загрузить, привезти, занести, собрать, потом все обратно. Если объект в школе, садике или офисе, там, наверное, можно попросить кого-то помочь занести, но на это же нельзя всегда рассчитывать. Нужно ли сразу продумывать помощника на выезды и как это закладывать в цену? По моделям принтеров тоже вопрос. Я пока смотрю не самые дорогие варианты. Не хочется сразу покупать что-то очень дорогое, пока нет уверенности в рынке. Но и совсем дешевый принтер покупать страшно. Где нормальная граница? Какие модели вообще стоит смотреть для старта? И стоит ли гнаться за дорогим аппаратом, если головки все равно могут быть похожие? Какие запасные части надо иметь сразу? Печатные головы, фильтры, шлейфы. Какие поломки самые частые? Я понимаю, что голова может засохнуть, удариться, завоздушиться, но что еще обычно выходит из строя? И если завтра заказ, а голова умерла, получается, надо иметь запасную? А замена головы– это реально сделать самому? Или там уже электроника, шлейфы, контакты, риск что-то спалить? Мне важно понять, насколько глубоко нужно лезть в технику, потому что одно дело обслуживать и промывать, другое– менять головку, вставлять шлейфы, не перепутать, не сделать короткое замыкание. Я еще думаю про рекламу. Я не очень люблю агрессивный маркетинг. Понимаю головой, что продвигать надо, но внутри есть блок. Не хочется ходить и всем навязывать услугу. Но, наверное, просто выложить пару фото в Инстаграм и ждать заказов тоже не работает. Как тогда правильно продвигать такую услугу, чтобы это не выглядело как впаривание? Нужно ли сразу делать сайт и какие слова использовать? Писать «настенный принтер» или «роспись стен»?
Потому что, наверное, люди не ищут именно принтер. Они ищут рисунок на стену, оформление офиса, логотип, детскую комнату. Как правильно упаковать услугу, чтобы ее находили живые клиенты. Я пытаюсь представить первый реальный звонок. Допустим, звонит человек и говорит: «У нас офис, хотим большую картинку на стену». И мне нужно с ним говорить уже уверенно. Понять стену, понять размер, понять файл, понять сроки, объяснить ограничения, сказать цену. А я пока не до конца понимаю, как это все будет происходить. Вот этот момент меня, наверное, больше всего и пугает. Не сам принтер, а первый серьезный клиент. Я понимаю, что в первые месяцы я вряд ли пойду на огромные объекты. Хочется сначала разобраться, потренироваться, понять технику, сделать несколько небольших работ, почувствовать уверенность. Но рынок ведь может сразу спросить что-то серьезное. И тогда вопрос: как не взять работу, к которой ты еще не готова? Как правильно ограничить себя на старте? Я не хочу купить принтер и потом понять, что мы не продумали самое главное: где брать клиентов, как объяснять услугу, как считать цену, как проверять стены, как обслуживать оборудование, как работать с рисками, как не попасть на замену головки в первые месяцы. Мне эта тема все равно интересна. Она кажется живой, необычной, красивой. И я понимаю, что в ней может быть потенциал. Но хочется увидеть не только красивую сторону. Хочется понять, как это выглядит в реальной работе, что происходит после покупки, какие ошибки делают новички, что надо проверить до оплаты принтера. И где та граница, когда можно сказать: «Да, мы готовы пробовать», а где лучше сначала остановиться и не спешить. Поэтому мой главный вопрос, наверное, такой: с чего правильно начинать? С выбора модели, с изучения рынка, с сайта, с тестовых клиентов. И как понять до покупки, что это не просто красивая идея, а направление, которое реально можно развивать. В нашей ситуации, с нашим рынком, с нашим языком, с нашей строительной базой и с моим желанием заниматься этим отдельно. Вот это мне и хочется понять. Не просто какой принтер купить, а готова ли я вообще к тому, что начинается после покупки.